Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Почти бритье. Софа опять включила режим преследования, липнет. Никак от нее не отбиться. Ну, пускай хоть маленечко с нами побудет. Так вот, хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но иногда в этом начинаешь сомневаться, потому что последние несколько дней в Омске это жара 30-32, это ветер ураганный, это пух поспел, созрел, и когда ты идешь по улице, сам весь мокрый, лицо мокрое, и даже вот те порывы ветра, которые ломают деревья и даже машинки прикладывают, вот 2 машины пострадало у нас во дворе, он все равно не спасает. В некоторой степени отвлекает пух, он липнет на лицо, на лоб, на ресницы, на брови, в гортань, в рот, нос, ноздри, и когда ты идешь, и все это ветерком развивает, и ты, трудно удержаться, чтобы рукой не провести по лицу. Вот так вот все и ходим. Но слава богу, вот последний день уже как-то полегче, потому что сейчас тут 22-24 включило, и мы отдыхаем. А так-то да, так-то было весело. Ну и, конечно, жалко тех 2 мужиков, машины у которых пострадали на ровном месте во дворе, бумс и все. У одного Жигуленок постарше, у другого видели, какая машина. Пускай и не супер-пупер, но все равно жалко, жалко. Следующее. Во всех наших комментариях, которые были под предыдущим видео, я постарался отметить самые интересные. И вот по поводу некоторых из них хотел бы остановиться отдельно, особенно. Очень порадовал Сергей Прокопец, потому что он предупредил по поводу перекиси. Говорит, ребята, да, штука хорошая, но если, говорит, регулярно будете использовать, то там такой перечень написал. Я сам не проверял, опровергнуть или подтвердить не могу. Но на всякий случай, кто после предыдущего видео себе в голове так отметил, что вот сейчас я перекись возьму и буду на регулярной основе. Ребята, задумайтесь, возможно, Сергей Прокопец и недалек от истины, так что аккуратненько, не надо самим себя калечить. Следующее, хотел бы отметить комментарии Владислава Жарковского. Первый из них меня, честно сказать, потряс, потому что вот как человек отточил свое мастерство, насколько он изучил карту роста своих волос, что он бреется за один проход, и после этого никаких добривок ему не нужно. Как это возможно, спросите вы? Во-первых, он все описал в своем сообщении, а во-вторых, ребята, это труд, практика. И, допустим, если я начинаю с этого бритья, начну этим заниматься, вы помрете со скуки, потому что у меня тут такое будет получаться, что просто пипец. И быстро бриться буду. То есть, я перед ним снимаю шляпу. Я бы хотел так научиться, я бы хотел сам так уметь, но, к сожалению, пока не могу. Что мешает? Карта волос. Сиди, изучай. Но все-таки что-то, наверное, мешает, потому что, вот здесь вот мне надо вот так оттягивать. Тут же вот надо уже вот так оттягивать. Тут по-прежнему так. Тут уже надо будет вот так. Тут вот так. И везде вот так. Возможно, у него шерсть растет, в смысле щетина растет так, что ему удобно это делать. Возможно, нет. Но я знаю людей, у которых щетина растет так, там коловороты такие, там вообще, куда тянуть, там на одном месте в разные стороны может вот все так расти. То есть вот с моей точки зрения это труд, и не все так просто. Но раз у человека получается, то молодец, снимаю шляпу. И коты бесятся. И еще один комментарий Владислава Жарковского. Это по поводу пантенола. Я решил прислушаться. Сегодня утром был в Окее. Прикупил. Не знаю, уж оно не оно. Вы с этим познакомитесь поближе на крупном плане. И решил испытать. Еще один интересный комментарий. Это Джека Горобца. Да, Джека Горобца. Молодец. В точку по поводу разнообразия станков. Что не все они отстой, а только избранные из них такие, что можно действительно назвать ГЭС большой буквы. То есть большинством станков можно бриться при известной сноровке. По итогу, вот как я сам для себя перевел его сообщение, все будет упираться в то, к чему приходят уже бывалые, уже тертые бритвоманы. Побриться можно любым станком.
Все будет зависеть только от тебя, от мастерства, от твоих рук. И Джек Горобец советует, ребята, говорит, надо не станки менять, а руки затачивать, и все у вас получится, и все будет хорошо. Это выражение очень мне понравилось, я постараюсь его использовать в будущем, последним, надеюсь, видео для новичков, в котором постараюсь аккумулировать опыт всех 500 видео, что мы уже разместили на канале, всех тех тысяч вопросов, ну 1000, я загнул, конечно, сотен, наверное, будет так лучше, сотен вопросов. Вадим Викторович, а что мне купить, какой помазок, какой станок, какой крем, а какое мне лезвие, а вот что вы посоветуете на этот станок? Ну, то есть такие вопросы, ну, которые тут, ну, вот, короче, вот это все пойдет туда. Ну, пока я тут умную бумажку читал, Софочка у нас опять причапала. Ну и в завершение, ребята, я, наверное, хотел бы остановиться на крупном плане. На крупном плане я хочу показать, что, уйти хочешь? Ну давай, спрыгивай. На крупном плане я хочу показать еще кое-какие вещи, которые хотелось бы осветить вне непосредственно бритья, но которые не относятся прямо к нашей теме бритья. Там есть кое-что интересное, я надеюсь, что вам понравится. И я скажу это во время бритья, но я хотел сказать это и в этом видео. С этого нужно было начать, по сути. Не так давно ко мне в руки попал труд, очень большой труд в PDF-ном варианте. Это история бритья СССР, разложенная по 4 пунктам. 2 Москва, 1 Питер и 4-й пункт это периферия. Ребята, если бы вы знали, сколько там всего. Это такой кладезь, это такой, ну я не знаю, это вот как пещера Али-Бабы. Я уже не помню, кто мне его подбросил, я не знаю совершенно, кто написал этот труд. Но я знаю точно, что тот человек, который написал, он знал, что он делал, потому что там все разложено по полочкам. Наверняка у него нехилая коллекция. И я от всей души, если бы я знал, кто это, я от всей души сказал бы ему огромнейшее спасибо. От себя лично я могу сделать только то, что я могу, не более того. Я обязательно размещу на эту книгу ссылку в описании под видео. Я ее разместил на своем Яндекс.Диске, и каждый, кто захочет, сможет скачать эту книгу и полистать у себя. Ребята, там вот так. Ну а теперь на крупный план. Идите смотрите. На крупном плане, парни, мы с вами закрываем сразу 3 позиции. Хочу начать с малого. Несколько сообщений назад я сделал объявление, что в нашем магазине появились лезвия японской фирмы КАИ. Это те самые, которые по остроте не уступают физерам, но гораздо более деликатные. Тогда их просто не было еще в продаже, мы их не успели разместить. Так вот сейчас уже разместили. И все, кто хочет, пожалуйста, приходите, забирайте, покупайте. И все можете доложить себе это вот в ящик. С этим закрыли. Второе по величине. Это, наверное, я хотел бы сделать сообщение, которое навеялось информацией Дмитрия Платахина. Помните, у нас как-то был обзор по поводу спокера чешского, который маленький, с зеленой ручкой. Не могу я вам показать вот сейчас вот здесь, потому что спокер сейчас хрен найдешь, им поигралось золото, а то, что золото поигралось, ну это нужно время, чтобы оно нашлось, так сразу не найдешь. В народе, знаете, говорят, черт, поиграй да брось, и оно находится. Так вот, нам впору говорить золото, поиграй да брось, но пока не сработало. Покажу на этом. И вот, кстати, фотография Дмитрия Платахина. Что человек сделал? У парня руки растут правильно, прямые, с того места. Он просто взял к заднице спокера, приделал что-то. Вот вам и помазок, пожалуйста. И, кстати, Дима там от себя еще добавил, он здесь еще магнитик пиндюрил, у него дома полочка, где он может на магните спокойно приклеивать. Так что всем, у кого есть спокер, пожалуйста, ребята, пользуйтесь. А всем, ни у кого нет спокера, ребята, мой вам добрый совет. Не поленитесь, найдите этот спокер, купите и приклейте к нему пробку, потому что сам помазок огонь зачетный, всего за 100 рублей. Кабана за 100-150 рублей по нынешним временам найти, но сами знаете, непросто. А вот у них еще пока остался. Другие спокеры, которые есть, другие кабаны, которые есть у спокера, они часто бывают, лезут. Там лотерея 50 на 50. У кого-то нормально, у кого-то лезет. А вот этот гаденыш зеленый, маленький, наперток, он пока не испорченный, он пока хороший. Так что кому нужен кабанчик незадорого, ребята, берите спокера и приклеивайте пробку, и будет вам счастье.
счастья. И, наконец, мы переходим к машинке для бритья. Тут я сразу же вынужден извиниться, потому что у меня потерялась информация, кто прислал мне эту машинку. И, ребята, объявитесь в комментариях. Я и сейчас хочу сказать спасибо от всей души. Ну и еще дополнительно в комментариях скажу спасибо, потому что вот это вот дорогого стоит. Я загорелся этой темой машинок, наверное, где-то года полтора-два назад. Примерно представил, понял какой это мир, нашел себе машинку, заказал с Америки, пришла, я ее потом подарил Максу Яковлеву, потому что понял ее ненужность. И вот спустя какое-то время появляется еще одна машинка. Так что же это за машинки, ребята? Машинок для заточки лезвий во времена Онны, это прошлое столетие, начиная с начала и где-то до середины, было множество, но самые популярные были из них это роторные. Ту, которую я задарил Максу Яковлеву, она была не роторная, она такая, знаете, овальная, там лезвие крутится, ручку крутишь, и оно там как бы сделано было по-другому, ну, америкосовская. А это роторная. Роторную машинку придумал чех по фамилии Соучек, Фердинанд Соучек. Получил у себя на родине патент в 1932 году, в 1934 в Швейцарии, в 1935 в США. Все эти умные мысли не пришли мне в голову, и я их вычитал в этой замечательной книге, про которую я вот в самом начале сделал акцент и хотел бы от всей души сказать спасибо человеку за этот великий труд. И давайте смотреть на нее повнимательнее. В России роторные машинки начали производить где-то для заточки лезвий официально на государственном уровне где-то с середины 30-х годов. Первые из них были металлические. Потом вот такая, как вот вы сейчас видите, они начали появляться уже ближе, ну, после войны, насколько я понимаю. Суть этой машинки заключалась в том, чтобы подтачивать лезвие. Внутри коробочка, как видите, простая. Внутри еще сохранился паспорт. Вот посмотрите. Я от одного только вот этого шрифта уже млею как поросенок, потому что, ну, сами посмотрите, состояние бумаги, сам шрифт и слова, инструкция, ну, это все вот тем 60, 70, 80-летием давностью вот этим всем веет. Ну, по сути-то и без инструкции можно было бы здесь разобраться. В инструкции, на мой взгляд, самое важное – это предупреждение, что не вставляйте сюда ржавые и покоцанные лезвия, чтобы камешки те не попортить. Бакелит. Бакелит, снаружи торчит шнурок. Все, что нам нужно, это открыть эту коробочку. Здесь мы с вами увидим вот эти два камешка. На вот эти два роторных механизма нужно одевать лезвие. По-хорошему, скорее всего, на этой машинке сработало бы вот это лезвие, которое мне прислал Геннадий. Это лезвие жилет натуральные, которые делались для гипса. Вот посмотрите, этим лезвием уже так хрен знает сколько лет. Это, по-моему, 50-е годы прошлого столетия. Давайте я вам покрупнее сделаю. Посмотрите, какая красота. Почему для гипса? Потому что вот высечка, а у гипса там как раз просечка идет. Но это не мешает применять их в любых других станках, потому что вот эта вся средняя часть, она, собственно, ну как, она как для обычных нормальных станков. Я прям с таким пиететом отношусь ко всему этому, прям вообще. Я такого цвета лезвия впервые-то вижу. Так вот, тогда вполне вероятно сталь лезвий была такова, что их, да, действительно можно было подтачивать. И в инструкциях так и писалось, что обычного лезвия людям хватало на 3, 4, 5 раз побриться, а потом впоследствии можно было использовать подобную машинку, вернее машинку как эта или подобную ей, дабы продлить срок службы этих лезвий. Но времена шли, материал изготовления лезвий менялся, и на сегодняшний день, ну, все лезвия с определенной составляющие из нержавейки идут, и точить на подобных машинках их уже смысла нет никакого. Я в заточке по металлам, ребята, ну, нуб еще тот. Поэтому вот я думаю, что сейчас вот на канале наверняка кто-то из ребят, кто в этом поболее моего соображает, может выйти и спокойно в комментариях описать, почему эти машинки непригодны для нынешних лезвий. Но очень даже большой популярностью пользовались для тех лезвий, которые выпускали во времена ООН в середине и в начале прошлого столетия. А выпускали их, ребята, десятками тысяч, в том числе и в России. Ну вот.
мы с вами установили лезвие. Теперь закрываем. Ну, вот когда вы вращаете, видите, вот тянете за шнурочек, видите, вот лезвие ходит. А если мы закроем коробочку, вот так, тырц, то у нас там внутри лезвие будет ходить и лезвие будет подтачиваться. Что для этого нужно? С одной стороны, для этого есть вот такой шнурочек, петелька. Вы ее одеваете за какой-то, сейчас, импровизированный шнурочек. Вот у меня тут есть петля. А с другой стороны, вот такая колобаха, за которую нужно взяться. И после этого привычным всем нам движением начинаете затачивать лезвие. К сожалению, я вот что-то не помню, прочитал я в инструкции, не прочитал, сколько раз так надо сделать, но я не думаю, что много. И после того, как вы совершили энное количество движений, снимаете лезвие, и чисто гипотетически оно должно быть готово к следующему бритью. Насколько продлевала жизнь такая машинка лезвий, сколько раз можно было побриться, я вам сказать не могу. И информации такой не встречал, и практики у меня такой не было. Ну, конечно, не до бесконечности, но все-таки как-то это продлевало. Вот что касается этой машинки. Конечно же, это седая старина. Конечно же, они сейчас не удел. И, конечно же, их сейчас никто не выпускает. Но, тем не менее, время от времени на такие вещи можно все-таки нарваться. Такие вещи можно все-таки увидеть. Вот видите, как интересно камешки так вот раз перекрест. И вот здесь вот, вон там. Так, вы, наверное, не видите нифига. Давайте сейчас покажу. Вот, то есть мы лезвие поклали, установили. После этого закрываем. Так вот. Гырц. И все. И начали отработанным движением затачивать лезвие. А вот там штифты ходят, и благодаря ротору по кругу, я не знаю, видно, а вот так, наверное, видно. И затачивают наше лезвие. Огонь, огонь. Чего только в старину не делали, чего только в старину не было. И это все чертовски интересно. Вот. Эта машинка, хоть она и не нужна по нынешним временам, я ее уже отдавать никому не буду. Я ее оставлю на канале. Это как память о том, что уже утрачено, наверное. О том, что уже никогда не повторится. Хотя никогда не говори никогда. Возможно, еще это вернется на круги своя не раз. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Пошли уже бриться. Че тянуть-то? Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. А бритье выйдет уже завтра. Но долго не прощаюсь. Пока-пока.